Короче, он отъехал, все, он посинел, закостенел. Что делать? Ну, мы его, естественно, качать начали. Для меня это архиважно было, человека реально вот с того света реанимировать, если у меня это получится. Я ни разу никогда никого не оставил. Каким бы конченным этот тип не был, там, при каких бы обстоятельствах это не было, ни разу я не оставил человека, ну ни разу, потому что, ну даже и в мыслях не было. Когда у человека передозировка, ну скорая особо как бы не спешит. Единственное решение, да, на тот момент было, это вот его вынести в подъезд. Ты начинаешь в голове все прокручивать, да, труп на притоне, ну, короче, варочная, проводила все эти процедуры, задокументировать. Но тогда я еще, вот у меня вот была надежда, да, что они приедут и смогут ему помочь. Я приветствую тебя, драгоценный мой зритель. Возможно, ты впервые видишь этот канал, впервые видишь меня, поэтому сходу подпишись на него, поставь свой лайк, оставь свой комментарий, прожми колокольчик, чтобы быть в курсе новых выпусков. Друзья, и на самом деле рад видеть всех и каждого, кто активно следит за мной, за моими историями, за историями участников на этом канале. Благодарен за всю ту движуху, которую здесь вы наводите, потому что именно вы даете положительную динамику развития этому прекрасному каналу. Благодарен вам, вот бескрайне, на самом деле. Я часто об этом говорю, для меня это на самом деле вот важнее, чем какого-либо доната. Так что не перестаем это делать, наводим движ, оставляем свои комментарии, ставим лайки, дизлайки, короче, вот любая активность, вот все то, что вы пишите, я каждый комментарий читаю, стараюсь каждый комментарий прокомментировать. Для меня это очень важно. Так что все, друзья, поехали. Это опять же, да, история про отчаяние. Это было время, когда я находился, как обычно, да, вот в жестком употреблении, в прошлом. Это было очень-очень давно. Но она как бы показывает на самом деле вот отчаяние и вот крайность поступков, действий зависимого человека, наркомана, вообще к чему он способен, вообще что он может сделать в определенных таких обстоятельствах. На самом деле это отчаяние, да, вот это вот такая глубина бездействий, ну ты ничего не можешь сделать в определенный момент. Вот история, да, прошлая была, как я вот скрылся, она на самом деле как раз и вот и показывает, да, и говорит вот на что способен зависимый человек. Это вот был притон, я варил на тот момент у своего кента, не буду говорить имен, фамилий, это уже не столь важно, может быть, его уже и нет давно в живых, не знаю. И все вот знаете, как обычно, да, варка, парка, дезоморфиновая вот эта движуха, уже вот, я не знаю, какая она была за день. И получается там пацан один пришел, ну их двое вернее пришли, один вообще практически не кололся, а второй вот он когда-то употреблял и вот знаете, перекумарил, синька, укол, синька, укол. Там, когда есть героин, когда есть, он там заскочит, бабок даст и там варит там заход там, ну как бы себе для того, чтобы уколоться разочек. Как говорится, знаете, вот это вот выражение там зависимых бывших не бывает, да, бывших не бывает. На тот момент на самом деле так оно и есть, потому что шкура, она, как говорится, всегда бугром ходит. Тягот, воспоминания, всегда хочется вот почесать нос. Время было позднее, там, может быть, там, я не знаю, 10-11 часов, и пришли два пацана, и как бы мы купили эти колеса, седал, пропик, йод, спички. И вот все это купили и начали, да, потихоньку все это делать на позитиве, хихи, ха-ха. И он такой прибухенький был. Ну все, мы сделали, короче, там, разлили каждому. И получается, что мы как бы вмазались
Он вмазался, и он начал отъезжать. Ну как отъезжать? Он начал залипать жестко, потому что под синькой был, не было дозняка. Кто бы что ни говорил, типа дизоморфин не прет, от него отъехать невозможно. Ну вот, слушайте дальше, да, история, что вообще будет. И получается, мы на него внимание обращаем, да, он конкретно прям зависает и прям проваливается. Уже как бы так раз, синеть начинает, потому что как бы дыхание останавливается. Я ему, там, даже не помню уже, если честно, как его зовут. Вась, там, ты чё, как ты? Ну, нормально, все. Ну и как бы из комнаты в комнату ходим, квартира большая, что-то там в зале сидим, общаемся. И мне вот пацан, да, вот кто варил, у кого я жил, вот чей притон был, он говорит: Серый, иди глянь, что там с ним. Захожу, нормально. Ну, все, как бы сидит, я говорю, как-то, да все хорошо, все норм, ну и подвисает. Вот. И проходит какое-то время, я не знаю, это прям вот, я не знаю, минут 10 может быть. Вот реально 10. И даже мысли такой, знаешь, не было, что он реально может просто отъехать. Ну все как бы. Я опять захожу, а он все вот такой сидит, закостенело. Вот кто знает, кто видел, да, кто вот качал кого-то когда-то, да, что вот происходит от передозировки с людьми. И он все вот так. Я его, он короче, как деревяшка. Вот так пальцы, ноги согнутые. И я пацанам, я говорю, там, пацаны, короче, он отъехал, все, он посинел, закостенел. Что делать? Ну, мы его, естественно, качать начали. Друзья, вот я ни разу никогда никого не оставил. Каким бы конченным этот тип не был, там, при каких бы обстоятельствах это не было, ни разу я не оставил человека, ни разу, потому что, даже и в мыслях не было. Вот я максимально вот до последнего там вот качал людей не раз, и получалось, да, привести в чувство все. И также вот с этим пацаном мы, естественно, начали его там откачивать, все там, все делать там, и на бок его переворачивать, и искусственное дыхание. Для меня было это не чуждо, потому что вот кто-то говорит, да фу, как там, рот в рот, там, искусственное дыхание. Да это... Ты пойми, это мышление, ты же с ним не целуешься, это жизнь человека, она от этого зависит. Я тогда даже не задумывался, я делал все, что от меня там, все, что я мог сделать, хоть даже я и был там уже падшим наркоманом, для меня это архиважно было человека реально вот с того света реанимировать, если у меня это получится. И я его качал, там, мы его и в душе, и из душа, короче, все. Я говорю, слушай, надо скорую вызывать. Ну, а вы представьте, короче, варочная квартира, проходной двор, все прекрасно знают. И там и менты знают, и соседи знают. Вообще все знают на самом деле, что там творилось. Потому что там не раз были хлопки. Там не раз соседи жаловались, туда приезжали и участковые, и, и наряды были. И даже вот на этой квартире был прям вот прием, туда спецназ залетал. Дай бог, я запишу в следующий раз эту историю вообще про приемы, там, вот что происходило, как ГНКшный спецназ залетал, как они ломали, как они сносили двери, окна и просто в воздух поднимали. Ну, это уже другая история. И он говорит, ты представляешь, скорую сейчас вызывать, вообще что будет? Я говорю, а что делать? Вот что делать? Он говорит, вызывай. И вот на самом деле, вот, может быть, это ошибка была. Я тогда как бы особо не понимал, что когда у человека передозировка, скорая особо как бы не спешит. Не знаю почему. Может быть, обстоятельства такие были на тот момент, там, может быть, какие-то у них есть там установки. Я не знаю, если честно, почему. Скорая, друзья, ехала очень-очень долго, около 2 часов. Естественно, это уже труп. Он уже остыл. Как не остыл, я имею в виду, мы понимали, что все,
Его дыхание остановилось, прошло очень много времени, и, знаете, мне как бы все равно, там, кто будет осуждать, потому что, опять же, у меня вот есть история, да, там, про, когда я проснулся с мертвой подругой, как я по-английски ушел. Многие меня поддержали, да, там, в комментариях сказали, что ты не в силе был что-то изменить. Так оно и есть реально. А что ты мог сделать? Человек умер. И знаете, вот это вот отчаяние, которое было вот у нас, ты начинаешь в голове все прокручивать, да, труп на притоне, ну, короче, варочная, что вообще может дальше происходить, какие последствия, особенно для хозяина. И тогда это можно было понять. И единственное решение, да, на тот момент было, это вот его вынести в подъезд. То есть не вариант, да, было, чтобы он был дома, чтобы приехала скорая и вот проводила все эти процедуры, задокументировать. Но тогда я еще, вот у меня вот была надежда, да, что они приедут и смогут ему помочь. Получается, мы скорую даже вызвали не на квартиру, да, именно не на адрес, но как бы сказали, что человек в подъезде с передозировкой, а я со своего телефона сотового звонил. Они мне несколько раз перезванивали и говорили, что одна бригада там куда-то уехала, не доехала. Я, конечно, там на них матерился, потому что, время-то уходит. Я им это то же самое объяснял, и они прекрасно понимают. Но они же там не дураки, что каждая минута, она дорога. И получается, мы его в подъезд, вот представляете, это жестко, жестко, блин. Просто человека, да, бездыханного, наркоман, который умер, мы его просто за ноги, за руки и вот вынесли в подъезд, то ли выше этажом, то ли там ниже этажами, я точно уже тоже не помню. И периодически, да, я как бы там звонил, торопил их как-то, чтобы они быстрее приехали. И вот реально около 2 часов прошло после того, когда я первый раз позвонил, вызвал скорую и сказал, что в подъезде труп молодого человека от передозировки. И я помню, стою, там этажами ниже, я-то слышу, они там общаются и говорят, все, как бы, он, все, как бы, умер. Они задокументировали все, скорее всего, там, да. И так это слышать, конечно, это прям, это, знаешь, это такое состояние, конечно, поганое. Ты и так, в принципе, живешь такой жизнью мерзкой, а это еще когда происходит там, на твоих это все глазах, ты как бы вот человек буквально был живой, и все, его больше нет, все, как бы покойник. И ты как бы, знаешь, отчасти думаешь, вот где-то внутри вот такие мысли, а на его месте мог оказаться ты. И знаете, когда проходил реабилитацию, я многие истории вспоминал, такие печальные, трэшовые, когда и на варочной мне и кувалда в голову летела, прям вот она летела, и там в силу того, что как-то вот я успел отреагировать, я увернулся, могли убить, поножовщин сколько были, под солями это столько историй было, это вообще жесть. И кто бы что ни говорил, я понимаю, вот сейчас, да, в данный момент, пройдя такой уже довольно-таки, немалый срок, да, я понимаю, что реально вот Бог хранил, оберегал. Потому что всех тех людей, их просто нет. Не знаю почему. Я не говорю, что я какой-то особенный, избранный или еще какой-то там. Не знаю. Я правда, у меня нету на это никаких ответов. Просто факт остается фактом. И ты так, особенно когда ты вот трезвый, да, ты вот твое сознание, твои мысли, они ясные. Ты реально сидишь вот один в тишине, над всем над этим размышляешь. И у тебя благодарность. Вот и тем людям, кто тебя поддерживал, мотивировал, бодрил как-то, пинка тебе там давал постоянно, там родители там гайки затянули, там даже на квартиру тебя не пускают. В общем,
И все это вот содействовало ко благу, реально. Вот сегодня это вот плод того, что вот сегодня моя жизнь, она вот, ну, я как-то, да, только все на самом деле начинается, но я могу сказать, да, по крайней мере, как минимум, я живой, не имею желания употреблять наркотики, и путь дальше, он виден и ясен. Я понимаю свое предназначение, понимаю, что я буду делать в дальнейшем, да. Вот, а всех тех просто людей, их немало, их нет живых. Ну, реально, их нет живых, и ты просто вот так вот думаешь, ё-моё, это такой ужас. Это реально, сколько людей от устеомиелита поумирало, вот эта эпидемия у нас была, потом вот соли. Сейчас все вы это видите, что происходит. Ну, короче, жесть, друзья, конкретная жесть. И все, естественно, его забрали, увезли. И знаете, вот у этого человека, да, у этого пацана, у него ребенок остался, осталась жена. Ну, он еще довольно-таки был молодой, там чуть больше 30-ки. И ну вот состояние, да, вот, ну как бы там родителей, жены, там ребенок, он, естественно, наверное, ну подрос, это уже больше 10 лет назад. Сейчас он знает, я не знаю, мама, если ему рассказала, да, вот какая судьба была у его отца, что он просто умер от передозировки, и его нашли в подъезде мертвого. Ну, представляете, это вот печальный на самом деле конец, исход вообще жизни человека. Я убежден глубоко, что ты не родился на этот свет, не пришел сюда, чтобы просто проторчать какое-то время, прошизить там без штанов, с голой задницы пробегать, или чтобы там ты себе что-то порезал, вскрыл, или в окно там выпрыгнул, как вот тоже, да, вот девчонка Даша. В одном случае ее выкинули, да, солевые головы в окно. Во втором случае она сама выпрыгнула, услышала там какие-то голоса. И чтобы просто ты там в 20 лет, там, в 25, в 30, да неважно во сколько ты умер, просто погиб, да, что твоей маме, твоим родителям, твоей жене позвонили и сказали: все, приезжайте в морг, опознайте, он ли или не он. Это печально. Вот смотрите, мне моя мама рассказывала, когда звонил телефон, было два варианта. Либо мне скажут, что я умер, да, я в морге, либо я в полиции, да, вот вариант номер два. Представляете, других исходов событий она не ждала. То есть она вот, проживала в таком состоянии, она знала, что либо я умру, либо меня закроют. В принципе, это тоже было не раз. Там и сидел, и там при смерти был, и передозировки были уже под конец. И вот эти вот солевые кульбиты, которые реально могли привести просто к падению там с 9-этажного дома или еще что-то. В общем, друзья, все эти истории, да, и данный контент, он служит лишь только для одного. Для того, чтобы передать, да, всю ту полноту, все то, что тебя ждет, если ты сегодня находишься в употреблении, чтобы тебя предостеречь, чтобы ты реально остановился, просто задумался, да, просто включил голову. Это реальность, это факт, это было в моей жизни. Поэтому еще раз я вот хочу тебя вдохновить, показать на своем личном примере, что наркотики и зависимость, да, это не та проблема, с которой нужно сегодня бороться. Да, в первоначальной стадии, да, эта проблема очень серьезная, но это не приговор, этот вопрос решаемый. Просто тебе нужно захотеть, тебе нужно просто иметь это желание жить полноценной жизнью, жить, дышать, дружище, дышать просто полной грудью, жить в свободе от наркотиков, радоваться, наслаждаться. Я не знаю, делать что-то вот крутое, четкое, оставить какой-то след на этой земле, а не наследить, не оставить каких-то проблем для своих родных, для своих близких, для своих детей. Чтобы о тебе было хорошее, доброе имя, а не бесславное имя. И сказали, был какой-то Вася Пупкин, наркоман, умер, закопали и забыли про него. Единственное для тебя пожелание, драгоценный мой зритель, чтобы ты оставался в трезвости, в здравии ума,
А если ты находишься в употреблении, просто выбирайся с этого болота, с этого днища и живи полноценной жизнью, радуйся, наслаждайся. В общем, будь здоров, береги своих родных и близких, все, на связи.